Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами затронем такую тему: доходы, которые получают граждане Германии, доходы, которые получают трудовые мигранты, иностранцы, то есть которые имеют квалификацию подтвержденную и работают на территории Германии, и доходы, которые получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока, ну и украинские беженцы. Кому эта тема интересна, друзья, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться плюс-минус, кто сколько получает. Исследователями немецкого экономического института в конце 2024 года было проведено исследование по средней заработной плате, которую получают граждане Германии, иностранные квалифицированные работники, которые работают в Германии, и беженцы. Вот оно как называлось, это исследование. Квалифицированная миграция. Больше всех зарабатывают индийские работники. Я пробегусь по основным тезисам и по основным цифрам, которые указаны в этом исследовании. В Германии не хватает, мы с вами знаем, квалифицированных работников в разных сферах. Да? И Германия привлекает их из-за границы разными методами, разными там плюшками и так далее. И многие едут в Германию, люди готовятся, учат язык в своей стране, подтверждают свое образование, подтверждают квалификацию и едут в Германию. С 2012 года правительство Германии продвигает, как я уже сказал, квалифицированную миграцию из демографически сильных третьих стран. И уделяют при этом внимание академическим профессиям в сфере STEP. К STEP относятся дисциплины, значит, это естественные науки, например, биология, физика, химия, и точные науки, математика, логика и статистика. Вот в сфере квалифицированные работники Германии нужны именно вот по этим дисциплинам. Так вот, что пишут исследователи? В то время как занятость немцев, облагаемых взносами на социальное страхование, увеличилась на 8,1% с конца 2012 года по конец 2023 года, то занятость среди иностранцев, имеется в виду квалифицированных работников, увеличилась на 141,5% за тот же период. То есть вы представляете, сколько приехало иностранных квалифицированных кадров, и которые уже сейчас работают на экономику Германии. То есть Германия остается привлекательной для иностранных квалифицированных работников с академическим образованием. Хотя многие тоже говорят, что не совсем привлекательно, надо менять эту позицию, потому что многие едут в Штаты. Например, Штаты для высококвалифицированных работников с академическим образованием более привлекательны, чем Германия. Ну, тоже опять же идут дискуссии среди политиков, да, по этому вопросу в Германии. Особенно значительным был рост академических специальностей STEM среди людей с индийским гражданством. За 11 лет с конца 2012 года по конец 2023 года занятость при условии уплаты, значит, взносов на социальное страхование среди граждан Индии выросла с 3750 человек до 31 552 человека. И увеличилась таким образом на 741%. То есть сейчас работает 31,5 тысяча граждан Индии. Граждане Индии эмигрируют в Германию, как правило, через университеты, то есть через получение образования. Едут, учатся студентами, оканчивают университет и устраиваются потом уже в Германии на работу. Особенно динамичный рост занятости за счет взносов на социальное страхование в академических профессиях STEM в последние годы наблюдается среди граждан из Индии, как я уже сказал, из Латинской Америки приезжают и Северной Африки. Это к тому, что многие там тоже мне писали, что, мол, там, почему сравнивать африканцев, там Африка не совсем, скажем так, развитая, да, там плохое образование и так далее. Вот вам, пожалуйста, пример. То есть из Африки, Северная Африка занимает третье место, значит, по количеству квалифицированных работников, которые едут в Германии. И они в Германии работают и довольно-таки успешно. Среди штатных работников в Германии люди с индийским гражданством получают самую высокую среднюю заработную плату. И она составляет 5350 евро в месяц. Это брутто. 5000. Основная причина высокого уровня заработной платы среди
граждан Индии заключается в том, что около 30% из них работают в академических профессиях. Количество индусов, которые работают в Германии, составляет 94 тысячи человек, квалифицированных работников. В целом средняя заработная плата всех работников по Германии, которые заняты на полный рабочий день, составляет 3796 евро. При этом немцы зарабатывают 3945 евро, а иностранные граждане в среднем зарабатывают в Германии 3034 евро. То есть средняя заработная плата у граждан Германии это 4000 евро, а у иностранцев 3000 евро. Значит, для сравнения, работники с полной занятостью из Болгарии зарабатывают 2520 евро, из Румынии 2611 евро и из Сирии 2657 евро. И имеют в принципе сравнительно низкую среднюю заработную плату. Почему такая низкая средняя заработная плата вот из граждан, значит, Болгарии, Румынии и Сирии? Почему? Потому что в основном более 50% этих работников, они устроены на неквалифицированную работу и выполняют разные задачи там, да, в качестве помощников. Поэтому и заработная плата, конечно же, у них меньше. Кроме этого, по мере увеличения продолжительности пребывания в стране, это теперь речь идет о беженцах из стран Африки и Ближнего Востока, не только увеличивается уровень занятости беженцев, но и улучшается качество занятости. Например, 76% трудоустроенных беженцев, которые приехали в Германию в 2015 году, были в 2022 году уже трудоустроены на полный рабочий день. Значит, и среднемесячный заработок их составил, брутто заработок, 2570 евро в 2022 году. Соответственно, чем больше человек находится в Германии, беженец, тем он больше получает. И вот, соответственно, в 2022 году те, кто приехал еще в 2015 году, у них порог минимальной заработной платы вырос, да, и стал больше, чем вообще минимальная заработная плата. То есть составил 13 евро 70 центов в час. Хотя минимальная заработная плата в Германии 12,5 евро. Это информация касаемо беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Теперь, что касается украинских беженцев. Так вот, украинцы в Германии зарабатывают в среднем 1334 евро в месяц. Это примерно на 300% выше, чем средняя заработная плата в Украине. То есть тут речь идет о нетто заработной плате. То есть это уже 1334 евро получает украинский беженец на руки. То есть брутто у него примерно там, наверное, 1700-2000 евро. Почему такая тоже маленькая заработная плата у украинских беженцев, которые работают в Германии? Потому что большинство из них не подтвердило свое образование и работают на неквалифицированной работе, то есть занимаются подсобными там какими-то работами. Те, кто подтвердил свое образование и устроился по своему образованию работать, те, конечно же, получают заработную плату в разы больше. Вот такая, друзья, ситуация. Что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях. Я обращаюсь к украинским беженцам, которые работают. Пожалуйста, друзья, напишите, если вам не сложно, чтобы мы реально понимали картину в комментариях, какую работу вы выполняете и какую заработную плату, например, в брутто вы получаете, если вы работаете целый день. Если не целый день, то тоже об этом, пожалуйста, напишите. Нам будет просто интересно это обсудить и посмотреть цифры.